После проведения нескольких бесплатных консультаций по трейдингу для зрителей и подписчиков, я заметил одну и ту же повторяющуюся ошибку, которую даже и ошибкой нельзя назвать. Подумайте, если вы даже не знаете о том, что есть другой путь, можно ли это назвать ошибкой? Оказывается, большинство трейдеров просто не понимают одну важную вещь. Про нее и пойдет речь в этом выпуске. И если ее исправить, вы за самые кратчайшие сроки сделаете свой трейдинг прибыльным. На это уйдет точно не больше месяца. Сейчас за несколько минут я разложу всю профессию трейдера по полочкам, и вы в прямом опыте увидите, где конкретно у вас идет отставание. Я постарался сделать это простым образом, тем не менее досмотрите видео до конца, чтобы у вас действительно получилось это внедрить. Если вам интересны финансовые рынки, трейдинг и инвестирование, это видео и мой канал для вас. Добро пожаловать! Это Mentro. Кстати, записаться на бесплатную консультацию можно по ссылке в комментариях или по QR-коду на экране. Итак, я просто зайду на график и буду показывать свои мысли, свою систему, то, как у меня построена рутина в трейдинге и в целом форма обучения этому ремеслу. Без красивых презентаций, когда-то, может, они и будут, может, будет красивый монтаж, но не сегодня. Итак, трейдинг я разделяю на 3 фундаментально важных основы, дисциплины, называйте как хотите, мы их обозначим просто кругами. Кругами, как в фильме «Оно». Согласны? Узнали? Ставим лайк. Первый круг – это метод анализа. Метод анализа может быть абсолютно любым. Он может основываться на классическом техническом анализе, он может основываться на фундаментальном анализе, на торговле, на торговле новостей, он может основываться на объемном анализе, на профиле объема, на POI и Volume Area. Да. Нам абсолютно не важно. То есть это... Давайте напишу. Это абсолютно не важно, любой метод анализа может быть у вас. Да? Второе, не буду долго тянуть, это у нас риск-менеджмент. Риск-менеджмент, на котором и строится вся прибыль в трейдинге на самом деле. И третий блок, напишите в комментариях прямо сейчас, как вы считаете, какой третий блок, да, чтобы я понимал в целом, да, с кем я взаимодействую на YouTube. Естественно, я про него скажу, но чуть позже. Во-первых, мы разберем метод анализа. Вообще, давайте сначала разберем то, что нам нужно вообще в трейдинге. Да? Как мы знаем, есть куча исследований, могу ссылки прикрепить вот куда-нибудь сюда, там какие-нибудь QR-коды, неважно. Есть статистика открытая, что от 70 до 90% трейдеров, может даже больше, просто теряют деньги на финансовых рынках, особенно в CFD тематике, в прop-компаниях, просто теряют свои деньги. Это факт. Никто не будет со мной спорить. Да? Ну и подытожим, да, 80, усредним я имею в виду, 80% трейдеров находятся в убытке, в постоянном. И наша задача каким-то образом быть в тех 20%, 10%, 5% трейдеров, которые зарабатывают. Каким образом мы можем это делать? Да? Также у нас есть переменная, что без убытков в трейдинге, без стоп-лоссов нам никак не справиться. Да? Убытки будут всегда, мы это все знаем, нам об этом твердят на любом обучении, на любом YouTube-канале. Стопы – это часть работы. Как нам быть прибыльными, если убытки – это часть работы? Соответственно, здесь простая логика. Нам нужно иметь конкурентное преимущество. Это очень просто. Конкурентное преимущество по отношению к этим 80 участникам рынка. Конкурентное преимущество что такое? Это когда у нас есть что-то, что выделяет нас на фоне других людей. Если это условно в покере, то те две карты, которые вам даются на руки, называется рука, ваша рука, может быть либо сильнее, либо слабее, чем рука соперника. Но все решится в любом случае после флопа, после первых 3 карт, после 4-й карты и после 5-й карты. Все решится, если вы, соответственно, будете играть со своей рукой. Но изначально ваша рука – это ваше преимущество. И суть в том, что в трейдинге мы можем управлять своим конкурентным преимуществом. За счет чего? За счет
первого, второго и третьего блока. Да, то есть это все наше конкурентное преимущество. Мы должны работать на всех 3 фронтах. Первое, метод анализа. Какое конкурентное преимущество нам он дает? Здесь очень просто. Мы видим график, и все видят одинаковый график, но кто эффективнее, грубо говоря, предскажет, куда пойдет цена, тот эффективнее может реализовать какие-то сделки и эффективнее заработать деньги. Правильно? Здесь как бы гуру быть не нужно. Соответственно, любой метод анализа, который вам дает чуть больше, чем остальным, работает. Не нужно хейтить волновой анализ, не нужно хейтить индикаторы, вообще без разницы. Если у человека это работает, значит это его конкурентное преимущество по отношению к вам. И у вас либо задача выработать либо свое конкурентное преимущество в анализе, либо нет. Это метод анализа. И большинство людей совершают ошибку одну и ту же. Делают фокус на метод анализа. Изучают все, что угодно. Объемный анализ, индикаторный анализ, кластеры, херастеры. Все, что угодно, только не профессию. Быть трейдером не значит предсказывать, куда пойдет цена с наибольшей вероятностью. Нет, быть трейдером – это работать еще и риском своим. Да? Потому что риск что такое? Во-первых, мы его должны принять. Да, то есть давайте немножко риск-менеджмент распишем. РМ. Первое. Надо принять. И по сути все. Чтобы принять наш риск, который мы закладываем, мы должны, во-первых, понимать, сколько он, не превышать его, и понимать, как работает закон больших чисел. Закон больших чисел гласит нам о том, что при выборке из условно огромного числа, из большого числа одного и того же, появляется закономерность, которая приводит либо к первому, либо ко второму. Даже бросок монетки может приводить не к 50 на 50, а к более другим значениям. Проще. Одна сделка, будь это она убыточная либо прибыльная, ничего не решает. 2 сделки тоже ничего не решают. 10 сделок, по сути, тоже ничего не решают. 100 сделок, может быть уже да. 200, 500, 1000 сделок. Чем больше, тем лучше. Чем больше сделок протестировано в вашей системе анализа, да, в вашей системе риск-менеджмента, тем лучше вы понимаете, работает она или нет, и насколько хорошо она работает. Потому что на основе больших чисел мы видим, что система либо в прибыли на основе 1000 сделок, либо в убытке на основе 1000 сделок. Ну, естественно, это очень большое количество сделок, достаточно, как правило, 20, 30, 50, чтобы понимать, система работает или нет. Но, тем не менее, логику вы поняли. И самое важное, что должно быть в риск-менеджменте, он должен быть, во-первых, благодаря нему ваш капитал должен жить, во-вторых, увеличиваться. Жить он может за счет риск-менеджмента только за счет того, если вы закладываете фиксированный и небольшой риск на каждую отдельную сделку. По классике это 1% на сделку. И так в каждой отдельной сделке, да, то есть если у вас хоть одна сделка будет либо меньше 1%, либо больше 1% в риске, то у вас статистика вся пойдет по жопе, и вы вряд ли что-то рассчитаете с той эффективностью, с которой могли. Поэтому риск фиксированный, он одинаковый в каждой отдельной сделке. Он может различаться от счета к счету, если вы там проб-компаниями работаете, да, но на одном счете желательно его не менять вообще никак. Вот. И благодаря чему увеличивается капитал? Благодаря соотношению риска к прибыли. Соответственно, соотношению риска к прибыли. Давайте я введу это. РР. И благодаря соотношению риска к прибыли счет растет. Но, кроме РР, нам еще важен win-rate. Как думаете, откуда мы берем win-rate? Да? Наверное, самые внимательные уже догадались. Win-rate мы берем из метода анализа.
Да? Чем лучше мы анализируем график, тем больше у нас прибыльных сделок, потому что с наибольшей эффективностью мы выполняем свои торговые условия, да, мы лучше видим то, что происходит с ценой, соответственно, мы лучше можем монетизировать это движение. И винрейт у нас, соответственно, из-за этого растет. И RR, который мы закладываем в сделку, он, естественно, все слышали, что он должен быть от 2 и больше. И это факт, это правда. Вы должны в любом случае находить ситуации благодаря своему методу анализа только те, где RR больше, чем 2, не меньше. Естественно, если у вас большой винрейт, за счет метода анализа, за счет каких-то сделок, за счет длинных стопов, и винрейт больше, соответственно, у вас может быть и RR меньше, средний RR. Да? Я вот сейчас вот так в ладоши хлопну, и у вас появится расчет генератора Монте-Карло. Очень крутая штука. Рекомендую каждому скачать, поиграться с ней. Давайте. Я вам сейчас покажу, кайфанете. Смотрите, мы делаем 100 вероятностей, допустим, 100 сделок. Прибыльных мы делаем, допустим, 40%. То есть винрейт у нас 40%. Соотношение прибыли к убытку, условно ставим 3. Фракция — это риск на сделку, соответственно 0,01 это 1%. Все остальное неважно. И вот такая вот кривая прибыльностей в разных вероятностях у нас получилась. Да? То есть в среднем за 100 сделок при таких условиях, при RR 3 и винрейте 40%, у нас прибыль за 100 сделок получается 80%. Да? Давайте другие условия. Да? Если мы, допустим, винрейт увеличим до 60, а прибыль-убыток сделаем 1,5. Да, что будет? А будет вот такое вот. Да? То есть соотношение прибыли к убытку у нас 1,5, но винрейт у нас 60. Система все равно в прибыли. За 100 сделок в среднем 60%. За 100 вероятностей. Я напомню, да, вероятностей можно сделать больше. Я вам сейчас покажу. Больше вероятностей, 1000 вероятностей, также за 100 сделок. Что будет? Просто больше вероятностей. Среднее значение осталось такое же. Так вот, к чему я это говорю? Да? Винрейт и RR тесно взаимодействуют. И мы должны работать именно винрейтом и риск-ревардом. И из этого складывается прибыль. Не из-за того, что вы знаете лучше всех, куда пойдет цена биткоина завтра, послезавтра или хер пойми когда, а из-за того, что вы правильно работаете винрейтом и соотношением риска к прибыли. Генератор Монте-Карло вам может очень легко промыть мозги тем самым, и вы станете больше соображать в этом плане. Так вот, если делить это все по блокам, да, я выделил для себя 3 блока. Это метод анализа, который дает нам винрейт, это риск-менеджмент, который дает нам работать RR и контролировать свой риск адекватно. И 3-й блок, заждались. 3-й блок — психология. Психология. Кто написал в комментарии правильный ответ, тому конфетку. Можете написать, отправлю с деком. Психология. Что она нам дает? Она нам дает не нарушать все те правила, которые мы указали в первых 2 блоках. В методе анализа и в риск-менеджменте. Она нам дает это все не нарушать. Она нам дает не упасть в лудку. Она нам дает не расстраиваться из-за того, что мы условно в 3 сделках подряд получили убыток. Потому что это возможно. Это абсолютно возможно. И генератор Монте-Карло, кстати, показывает, сколько вы максимум можете при таких условиях максимальный убыток свой. В каждой вероятности максимальная просадка по балансу. Она показывает в каждой вероятности максимальную просадку по балансу. Очень крутая штука. Рекомендую. Еще раз скажу. И самое важное, что нам дает психология, это принятие риска. Если вы не принимаете риск, снижайте его. Все очень просто. Принятие риска. Из-за этого у нас нет никакой суматохи. Из-за этого мы мыслим категорией вероятности, как говорил Марк Дуглас в своих книгах. Тоже рекомендую почитать. Марк Дуглас «Зональный трейдинг», самая известная книга Марка Дугласа.
офигенная штука, состояние зоны, где вы полностью сосредоточены на мышлении категориями вероятностей. Мысль с категориями вероятности — это понимать, что прибыль, что система получает свою эффективность либо неэффективность на основе выборки сделок, но никак ни одной сделки. И это самое важное, что стоит уяснить. И если у вас все хорошо с методом анализа, все хорошо с риск-менеджментом, вы понимаете, что это работает, да? Но что-то не получается, значит, скорее всего, проблема в психологии, ищите проблему в психологии. Если у вас все хорошо с методом анализа и все хорошо с психологией, и вы супер уверенный в себе человечек, то значит, проблема, скорее всего, в риск-менеджменте. Скорее всего, вы не ставите стоп-лоссы, скорее всего, вы отодвигаете их, скорее всего, у вас не заложен в каждую сделку одинаковый риск и так далее. Огромное количество проблем может быть именно в риск-менеджменте. И если у вас хорошо с психологией, у вас хорошо, супер хорошо со стопами, это самый редкий случай, который на самом деле наблюдается на практике, то, скорее всего, у вас проблема с методом анализа. Проблема с методом анализа решается очень просто. Идете учиться. Находите новый метод анализа, новую стратегию, абсолютно любую. Их огромное количество в интернете. Просто охренительное количество. Все бесплатно. И учите какой-то метод анализа, бэктестите его на FX Replay, бэктестите пару лет на этом FX Replay. Если работает, вы это сразу увидите. Если не работает, вы это тоже сразу увидите. Находите то, что работает, и работайте по этому методу анализа с грамотным риск-менеджментом и не зазнаваясь в себе, чтобы ни эго, ни тильт вас не угробил. Друзья, напоминаю, чтобы попасть на консультацию, нужно всего лишь заполнить анкету по ссылке в комментариях, либо в моем телеграм-канале, либо в шапке канала, либо по QR-коду, который вы видите перед собой. Это абсолютно бесплатно, мы с вами разберем основы трейдинга, что включает в себя трейдинг, найдем ошибку именно у вас, и я дам краткие рекомендации, которые можно сразу же применить и улучшить свой перформанс в этой нелегкой работе. И также подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал, ставьте лайки, колокольчики, там, что угодно. Да, пишите в комментариях, понравилось видео или нет, что разобрать в следующий раз, может что-то конкретное вы хотите услышать, да, в моем разборе. Сегодня получился такой искренний выпуск, на мой взгляд, потому что без монтажа, без склеек, без всего. Надеюсь, вам такой формат понравился. В общем, подписывайтесь еще раз, это самая главная поддержка от вас. И до следующей недели. Пока!